Есть ли способ не допустить измены? Измен не будет там, где есть близкий контакт между партнерами. Потому что, когда есть близкий контакт, люди могут сесть, открыто разговаривать. Люди могут не замалчивать о том, что они хотят, что их волнует, что им важно. Они будут открыто об этом говорить. Если есть близкий контакт, то второй, услышав этот открытый разговор, прислушается и попробует со своей стороны тоже раскрыться и пойти навстречу и что-то сделать для этого. Соответственно, единственный способ не допускать измен в паре – это быть открытым, разговаривать. Все, что чувствуете, как-то корректно приносить и проговаривать партнеру. Все свои сомнения открыто проговаривать. Быть близкими. Близкими – это не значит быть удобной для мужчины. Готовить ему завтрак, обед и ужин, стирать его вещи регулярно и хорошо их гладить, быть его личной помощницей, ассистентом и следить за его расписанием, собирать ему чемоданы в поездки и разбирать их. Некоторым по ошибке кажется, что это близость. Нет, это удобная женщина, которая по совместительству выполняет функции прачки, личной помощницы, кухарки, весь набор. Да, в отношениях женщина должна делать женские дела, но без самопожертвования. Разумно находить свой баланс. Понятно, что если мужчина ходит на работу и зарабатывает приличную сумму денег, и женщина, соответственно, в браке может сидеть дома и не работать, потому что муж хорошо обеспечивает семью, конечно, она будет выполнять все эти функции. Но здесь не должно быть какой-то жертвенности. И здесь важно держать баланс и все-таки не растворяться в нем полностью, а находить способ сохранять свое личное пространство, личные интересы, личных знакомых, личную жизнь внутри вашей семьи должно оставаться что-то ваше личное, где он не имеет к этому отношения. И точно так же у него должно быть что-то личное, куда вы не имеете права вторгаться. Что он хочет, может открыть, хочет, может закрыть от вас. Чтобы не было измен, нужна близость, близкий контакт. Чем близкий контакт отличается от раствориться? Это когда у меня есть своя личная жизнь, я в нее ушла, пожила там как-то сама, встретилась с друзьями или поработала работу, которая мне нравится. Или если я не работаю, то пошла на какие-то хобби, где мой мозг полностью отключается от семьи, от мужа, и я нахожусь в своей личной жизни, у меня что-то происходит интересное. Я побыла там какое-то время, вернулась домой, встретила, например, мужа после работы, и мы садимся и близко, открыто, как друзья, разговариваем открыто о том, что происходит. Как он провел день, как я провела день, что он чувствует. Если вчера я на него обиделась, то значит я сяду и буду открыто ему говорить при близком контакте, когда это возможно. Ты знаешь, я чувствую сейчас себя не очень хорошо, я чувствую, что я немножко обиделась. Объясни, пожалуйста, мне, а что там было? Вот это пример близкого контакта. Если люди на протяжении всей жизни умудряются сохранить близкий контакт, потому что это не супер-то легко, он не сохранится сам. Если пускать все на самотек, оно чаще всего скатывается вниз. Все в этой жизни, куда мы не вкладываем свое внимание, а внимание – это энергия, оно не может стоять. Жизнь – это как гора. Не перестаем камушек какой-то катить вверх, тратить на это силы. Он всегда скатится вниз. И отношения также. Если люди осознанно не продолжают на протяжении всей своей совместной жизни вкладывать свое внимание в партнера и в отношения, точнее, в партнера через отношения. Потому что фокус внимания должен быть на отношениях, что нас связывает. Если просто заливать свое внимание в партнера, то это быть мамой, например. Это все полезно рассматривать индивидуально. Если люди умудряются, хватает навыка, либо есть природный талант, давать внимание этим отношениям, развивать их и сохранять, следовательно, близость на протяжении всего времени брака, например, то измен не будет, они будут не нужны. Если мужчина чувствует, что его потребность в определенном количестве секса не удовлетворяется, ему мало секса. И если это близкие отношения с женой, то он приходит к ней и разговаривает с ней и говорит: ты знаешь, дорогая, что-то я чувствую, что вот мне недостаточно, я секса хочу чаще. Давай что-то делать с этим. Если у них близкий контакт, то женщина не прячет при этом глаза, не начинает менять тему разговора и не воспринимает это как претензию обидную. Женщина продолжает открыто контактировать и
вникать, что же происходит с ним такое, здесь нужно внимание. И она дает туда свое внимание. Она говорит: ты знаешь, я тоже заметила, что у нас мало секса. Или, допустим, не заметила. Не заметила, тогда она скажет: ты знаешь, а мне достаточно. А как ты чувствуешь, что тебе мало? А я чувствую вот так. И они ищут какую-то точку, где обоим будет окей. Да, возможно, они немножко подвинутся друг к другу, но это будет точка, где обоим будет окей. Либо женщина открыто скажет: ты знаешь, я тоже заметила, что его у нас мало, но у меня сейчас вот такой период в жизни, что я не чувствую свое либидо, мне не хочется. Но я понимаю, что это связано с тем-то. И тогда, возможно, точкой, где обоим будет окей, где оба чуть-чуть пойдут навстречу друг друга, не теряя при этом себя, не жертвуя собой. Возможно, здесь решением будет, что давай поживем так месяц, пока я, например, упахиваюсь на работе, а через месяц все будет как раньше, потому что какой-то проект, например, который я веду, закончится. Итого, близкий контакт– это единственный способ, как не допустить измены в паре.